Всем здравствуйте! Сегодня мы поговорим об удаленной работе в период коронавируса. Я Алена, директор по развитию компании «Открытая линия», и со мной сегодня Алексей, президент компании «Открытая линия». Как известно, тема удаленной работы в последнее время приобрела особое значение, и я думаю, что еще долгое время будет оставаться актуальной. Но, конечно же, эта тема требует особого внимания, так как есть ряд нюансов, сложностей и задач, которые необходимо учитывать компаниям. Сегодня мы поговорим об этих нюансах и сложностях, которые испытывают компании при переходе на удаленную работу. Компании сталкиваются с изменением тех привычных режимов, в которых они работают. Им нужно перестраиваться на новый лад, им нужно менять бизнес-процессы, иногда в принципе отказываться от устоявшихся каких-то регламентов. В этом, наверное, и заключается основная сложность. Как сделать так, чтобы эффективность работы не пострадала? Как сделать так, чтобы сотрудники, переходя на дом, не потеряли контроль, не потеряли нацеленность на результат? Вот с этими задачами, а также с прикладными задачами организационными, документальными, компаниями приходится работать, сталкиваться, и об этом мы сегодня поговорим подробнее. Давайте начнем с определений. Удаленная или дистанционная работа – это обязанности, которые выполняет сотрудник вне офиса работодателя, то есть вне своего стационарного рабочего места. Существует три типа. Первый – это, собственно, удаленная работа в чистом виде. А второй вариант – это временная удаленная работа, когда сотрудник на определенный промежуток времени отправляется работать дистанционно. И третий вариант – это смешанный тип, когда сотрудник часть времени находится удаленно и работает дистанционно, и другую часть времени по необходимости он находится в офисе и выполняет свои обязанности там. При этом, если между сотрудником и компанией уже заключен трудовой договор, то выпускать новый договор не требуется. Достаточно просто подписать дополнительное соглашение. Также организации необходимо издать приказ об отправлении работников на удаленную работу. При этом все права и гарантии сохраняются. В первую очередь компания должна понять и определить для себя, какую часть сотрудников нужно отправлять на удаленную работу. Если законодательно предписано отправить всех, значит, естественно, компания вынуждена отправлять всех. Если же такого предписания нет, то можно задуматься над тем, каких сотрудников будет легче перевести на удаленную работу и при этом не потерять эффективности. Возможно, это стоит сделать некоторые отделы, которые не связаны с клиентами, например. Нужно продумать тот новый график работы, режим, выходные, праздники. Возможно, что-то изменится в связи с этими обстоятельствами. А также очень важно подумать о том, как будут организованы рабочие места сотрудников дома, потому что наличие домашнего компьютера, интернета – это не всегда достаточно для того, чтобы качественно обслуживать клиентов, работая из дома. Тут речь идет в том числе об информационной безопасности, потому что компании предоставляют доступ к своим информационным системам, и важно делать это безопасно, и чтобы не произошел какой-то взлом или доступ со стороны третьих лиц, потому что компании работают с персональными данными своих клиентов. Да, обычно такую задачу, перевод на удаленную работу, необходимо компаниям выполнить быстро, срочно. И здесь очень важна задача действительно службы IT. Очень важно привлечь ее уже на этапе разработки пошагового плана перевода сотрудников на дистанционную работу. И здесь можно говорить не только о создании некого виртуального офиса, потому что нежелательно, чтобы сотрудник работал на своем домашнем компьютере, в своих домашних каких-то программах. Здесь также важно еще обеспечение самой технической поддержки этого процесса. То есть служба IT действительно выполняет ряд сложных и очень важных задач в этом процессе. Помимо того, чтобы просто все работало, необходимо, конечно, понять, как вы, как компания, будете контролировать работу вашего сотрудника из дома. Потому что привычки другие, в офисе все на виду, и, соответственно, контроль вроде бы, как казалось бы, проще. Дома вы не видите сотрудника, надо понимать, каким образом вы будете его контролировать. Я рекомендую по нашему опыту, во-первых, создать виртуальное пространство, в котором вы будете как компания общаться со своими сотрудниками, и завести новые привычки, новые
регламенты, которые позволят там проводить пятиминутки, совещания или какие-то более глобальные обсуждения, мозговые штормы на какой-то регулярной основе, когда вы будете поддерживать не только контакт со своим сотрудником, но и понимать, получать обратную связь, как идет выполнение тех или иных задач. Но помимо этого, конечно, этого недостаточно. Надо также, опять же, прибегать к помощи IT и с помощью специальных автоматизированных систем, которые позволят контролировать работу сотрудника во время тех периодов, когда вы его не видите. Если мы говорим про контакт-центр, то, безусловно, в нашем случае это помогают различные системы мониторинга, которые видят, как оператор работает в линии, сколько времени он проводит на телефоне, как быстро он отвечает на звонки, насколько качественно он консультирует клиентов на телефоне. И вся эта статистика в автоматизированном виде попадает на рабочий стол его руководителя, и он делает выводы, насколько сотрудник загружен, насколько он качественно выполняет эту работу из дома. А вот наличие вот этих двух блоков, то есть отлаженные работы по совещаниями и каким-то сбором обратной связи с сотрудниками, плюс автоматизированные системы, и дают в итоге тот результат, который позволит не потерять в качестве, а может быть даже и выиграть. Ну и на сегодняшний день можно уже говорить о плюсах, которые дает нам дистанционная работа. Прежде всего, сотрудник не тратит время на дорогу, на свою доставку до себя на работу и обратно домой. Это время он может полноценно отдохнуть, выспаться. Также он не тратит свое время, средства на дресс-код, потому что если ты находишься в кадре, да, если тебе не нужно, чтобы твоя картинка где-то была, ты можешь одеваться так, как тебе удобно. И нет отвлекающих факторов, когда подходят твои коллеги, спрашивают по каким-то вопросам тебя, хотят что-то с тобой обсудить или там просто пригласить попить чай. То есть ты концентрируешься на конкретных своих задачах, тебя это не отвлекает. В то же время можно говорить и о минусах, они тоже существуют, конечно же. Здесь очень важный момент самодисциплины, самоорганизации, что в домашних условиях настроить себя на рабочий лад, уединиться, чтобы тебя не отвлекали твои родственники, которые часто не воспринимают серьезно твою работу. Им кажется, что если член семьи находится дома, значит его можно отвлекать, привлекать к каким-то домашним делам. Соответственно, здесь очень важен вопрос шума, да, чтобы не было никого и ничего слышно, никаких посторонних шумов и помех. Но еще такой нюанс, который тоже сейчас всплывает, нехватка общения. Такой момент, когда мы все-таки приходим на работу, в офис, это какие-то новые впечатления. Когда ты находишься дома, в четырех стенах, этих впечатлений меньше, поэтому мы, конечно же, существа все социальные, нам хочется общаться, выходить в люди. Здесь этот момент вот такой нюанс как-то имеет. Ну, наверное, я еще добавлю, что когда компании сталкиваются с такими иногда непредвиденными обстоятельствами, когда приходится это делать, переводить большое количество сотрудников на работу на дом, да еще и в ограниченный срок, то, безусловно, есть возможность, с одной стороны, совершить какие-то ошибки, но, с другой стороны, компании иногда, попадая в такую некомфортную для себя среду, они вынуждены вносить вот эти изменения, и иногда эти изменения идут в лучшую сторону. То есть компании могут сократить те издержки, которые они несут сейчас. То есть они могут в итоге отказаться там, либо от части офиса, либо от офиса полностью, да, если эта работа удаленная принесет плоды и не будет по качеству уступать той работе, которая осуществлялась из офиса, то, наверное, собственники задумаются, зачем мы тратим эти деньги. Компании переходят на аутсорсинг часто в такой момент, потому что те затраты на штатных сотрудников, которые они несут на постоянной основе, они именно постоянны. Привлекая аутсорсинг, у вас есть возможность, как у компании, платить за определенный результат. Вы не платите за время простоя, да, вы платите за конкретные минуты разговора, за какую-то конкретно выполненную задачу. Поэтому, оценивая все эти периоды, переводы сотрудников из офиса на дом, я уже оценивая в том числе и свой опыт, который мы получили в своей компании, могу сказать, что мы не просто отработали механизмы перевода сотрудников из офиса на дом и наоборот, но мы нашли здесь плюсы, и мы постарались применить эти плюсы для того, чтобы наш бизнес стал еще стабильнее, еще успешнее и устойчивее. Поэтому могу сказать, что бояться этого не надо. Надо просто изучить опыт других компаний, возможно, посмотреть аутсорсинг и сделать для себя правильное решение. Привлечь аутсорсинг, либо своих сотрудников по отработанной методологии, перевести, заранее подготовиться с привлечением всех необходимых специалистов.
На этом, наверное, будем заканчивать на сегодня. Спасибо всем, что были с нами. Увидимся в следующий раз.